Марина, здравствуй. Сегодня удалось нам наконец-то с тобой созвониться, вот как-то состыковаться по времени. Очень рада, что получилось, а то как-то то у тебя дела, то у меня дела. Все не получалось долгое время интервью записать новое. Да, кстати, наверное, месяца 2 прошло, да, как мы с тобой первый раз встретились? Да, наверное, но вот смотри, тогда вот я гуляла, было лето, да, Да. солнечно, травка, а тут у меня за окном уже зима и снег лежит, поэтому да, наверное, месяца 2, если не больше. Ну, как твоя жизнь изменилась, в связи с твоей популярностью? Что у тебя? Ой, ну, я бы не сказала, что это популярность, да, и как-то что-то изменилось. Ну, приходится сейчас как бы записывать ролики, работать, да, над этим, как-то познавать все тонкости, ой, работы с программами, которые монтажом видео, да, занимаются. То есть вот этим всем для меня это было такое, ну, в новинку, да, всем этим заниматься. Там, пока звук настроила, пока то здесь поняла, пока здесь поняла, где-то люди подсказывали в комментариях, то есть что, как делать, где-то ребята, другие блогеры тоже подсказывали, большое им огромное спасибо по техническим каким-то моментам. Ну вот потихоньку, помаленьку вроде как развиваюсь. Скажи, пожалуйста, ты какие-то личные приемы, консультации, что-то такое ведешь? Ну, в плане того, чтобы я там продавала какие-то свои личные консультации или что-то такого, нет, я не веду. Плюсом даже тут объявились какие-то там мошенники, да, непонятные. Вот, я так и не поняла, где, что, но мне там написали просто, ну, сообщение, что вот, мол, какие-то вебинары там, ссылка не отправилась на мой вебинар, ссылку не дали, и человеку, что типа вышлите мне ссылку, я вообще просто в шоке сидела, и как бы, то есть для всех я никакие вебинары там не продаю, такого ничего не делаю, и если я соберусь это делать, то я об этом лично скажу, как бы сама, да, но вот ни на каких сайтах ничего вот я не продаю. Насчет личных консультаций, мне люди где пишут, да, вот это в сообщениях там, в Телеграме, я отвечаю, как бы, ну вот, чтобы я там какие-то ценники выставляла, да, что там запись на прием ко мне стоит там столько-то рублей, такого нет. Всё. Понятно. Слушай, а у тебя нет такой проблемы? Вот я, допустим, сейчас с этим очень сильно столкнулась, что 24/7 люди не обращают вообще внимания, какое там время в течение там дня, пишут вот это вот, пишут и пишут, там чего-то ты им должна. Вот YouTube, оказывается, мне платит зарплату, и я просто обязана им отвечать на их всех вопросы, исцелять там, еще чего-то делать. Вот у тебя нет такого в твоей практике, что ты уже задолжала своим вот их подписчикам, друзьям на просторах "Ютуба", какие-то уже у тебя обязательства перед кем-то? Ой, да, такого пока нет, но насчет 24/7 пишут, мне пишут, но как бы у меня на беззвучном стоит, да, я уже говорила, Telegram. Вот в основном он там сам по себе там бжик-бжик, бжик-бжик, меня особо не напрягает, но был такой момент, как бы, что мне начинали звонить, и вот это был полный, я не знаю даже, как это назвать, потому что время 3 часа ночи, я просто сплю, и мне звонок душераздирающий, просто там на всю громкость по духам орет. Я в шоке, подрываюсь, а мне кто-то там в телеграм-канале звонит, ну, кто-то из подписчиков, да, кто нашел мои контакты, и я просто, у меня волосы на голове дыбом, ну, это вообще вот это был момент, конечно, такой самый, наверное, запоминающийся и душераздирающий. Я тогда просто, ну, честно, вот, признаюсь, я просто взяла, и вот с этого момента я отключила все входящие звонки, то есть теперь мне никто позвонить не может. Ну, Вот, там как-то вот нужно так. как-то защищаться, огораживать свое пространство, потому что я поняла, что у людей эмпатии нет вообще.
вот нет ее абсолютно. И получается, что вот если они видят лицо на просторах интернета, причем когда это вот, ну, такое общение, как бы дружеское, приятно, они уже тебя воспринимают как свою подружку. И вот начинается вот какое-то такое взаимодействие, но они не понимают, что я-то, допустим, у них одна, а таких, как ты, у меня просто тысячи в день. И вот как бы вот возникает такой диссонанс. У людей они вообще не понимают, что вот, ну, как бы у людей может быть там какая-то занятость, я уж там не говорю там про личную жизнь, ее нет вообще, а вот так вот просто в течение дня, это же ведь, ну, как бы блогер, это эфиры, это монтаж, это много чего, да, и вот люди хотят вот получить свободные уши, рассказывать свои истории, и вот это издержки вот этой деятельности. Ну да, издержки профессии, как говорится. Ну, я все равно, я стараюсь как бы отвечать, да, людям. Единственное, что в "Ютубе" я вот все комментарии чисто физически там не могу перечитывать. Вот. Как бы те, которые пересчитываю, я где-то там себе пометки делаю, ну, допустим, по теме нового видео или еще что-то, да, где что кто недопонял и прочее. Ну, а так вот, ну, по большей степени, я уже говорила, я там где-то на личные сообщения отвечаю. Но тоже я не могу сидеть 24/7 и заниматься только тем, что отвечаю на личные сообщения людей, да. Как бы там в день, десятки человек пишет, и как бы чисто физически тебе тоже, у тебя и свои дела какие-то есть, да, то есть ты не просто вот вся твоя жизнь сложилась в том, что ты вот с утра до вечера сидишь и занимаешься интернетом чисто, да, как бы занятость очень большая. И да, то есть, а некоторые есть люди, которые просто пишут там, написал утром, допустим, там: Надежда, здравствуйте, там вот моя история, там туда-сюда", и потом они там спустя 3 часа уже там такие написали: "Ну, наверное, зря я вам пишу", там и все такое. Я, бывает, не знаю, по несколько дней не могу добраться там до каких-то сообщений, да, и меня просто ими заваливают. И вот, ну, как ты говоришь правильно, да, что я одна, а людей очень много, и как бы, ну, невозможно вот просто разорваться в этом плане. Поэтому да, я в этом полностью согласна. И мне кажется, ключевой момент, что никто никому ничего не должен. То есть если ты появилась и готова на экране что-то рассказать, это не значит, что ты кому-то уже чего-то задолжала. Вот это вот должны понять. Если, допустим, у тебя есть время и желание ответить, то это ты можешь сделать. А какие-то уже там претензии предъявлять, да, то есть это, мне кажется, абсурд просто. Ну, да, как бы я, опять же, ну, я с таким тьфу еще не сталкивалась, у меня такого не было, чтобы мне Ну прям ничего, у тебя это все предъявляли. впереди ожидает, не волнуйся. Да, Да, я думаю, что в ну, ближайшее время благодарю тебя за ты об пожелание. этом узнаешь. Вот, ну, нет, у меня были люди навязчивые, которые прям там мне заваливали, там, Надежда, Надежда, что я им должна ответить прямо здесь и сейчас. У меня были там свои дела, да, там домашние дела, какие-то личные Ты же дела. должна все И бросить, ты что? да, то есть, ну, Просто были детей люди, пускай, которые, муж пускай идет. Ну-ка, тебе прислали сообщение, ну-ка быстренько метнулась и ответила. да, 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 вот, то есть, ну, попадалось такое, ну, прям, ну, не в массовом вот, хорошо характере, так вот, что прям вот взяла, все бросила и ответила мне, вот я, значит, твой этот, я не знаю, там, номер один, да, твое дело номер один, и как бы, ну, это, конечно, неприятно, и даже не хочется, ну, если честно, этому человеку что-то говорить и что-то как-то ему помогать, потому что, ну, это уже эгоизм, Нет, я вот, я знаю, что даже считаю. думаю, это не эгоизм, а это прям паразитизм. Вот на мой взгляд, это просто паразиты, у которых нет эмпатии, да, и они хотят урвать свою вот энергию. Как правило, у них и так в жизни не очень хорошо, да, и чтобы оказаться на плаву, им нужно схавать чьей-то энергии. Поэтому появляются тут Малини, еще кто-то, где там телефончики, там какие-то контакты, о, свободные уши,
и давай, та-та-та-та-та-та. У меня вчера, кстати, история такая была, у меня там ВКонтакте есть такой дружочек, но я его все время хотела заблокировать, но держу его как-то там, в Уфе живет, где-то в каком-то селе, молодой человек. Вот, и вчера дошло до того, что он, короче, мне пишет: ты знаешь, вот я сейчас зарегистрирована на новой площадке «Бастион», вот, и там немножко сбои идут, ну, я сама с этим сталкиваюсь, да, там притормаживает видео, люди, ну, что-то как-то не совсем хорошо, но там без рекламы, без цензуры, такая вот площадка развивающаяся. И вот этот дружок мне пишет: ты знаешь, говорит, я не могу посмотреть на «Бастионе», пожалуйста, пришли мне, говорит, это видео. Я такая: ты чё, дружок, ты вообще представляешь? Я сейчас буду рассылать видосы вот таким каким-то там непонятным по Каждому 10 в тысяч по личку. личным адресам. А для чего мой канал? То есть вот Мгм. так вот. Ну, опять же, понимаешь, тут стоит понимать, что люди, они находятся в большинстве своем на подключках. И вот это вот и поведение, и то, что людьми движет, это в первую очередь их вот эти вот подключенцы, которые через них пытаются нашу энергию выжить, да. То есть Да, я как тут раз дело, к этому-то и вывела. да, тут дело не в паразитизме самого человека, а скорее в паразите, который сидит на этом человеке. Вот. И этот паразит его подгоняет, и он же ему говорит: а вот смотри, она там такая плохая, она тебе не ответила в течение 5 минут. Все, вот посмотри, да, вот чего она стоит-то. А то, что там, ну, и этот паразит, он будет дальше человеку внушать и внушать, то есть он его будет уводить дальше для того, чтобы мало того, что через него скачать там, с того человека, на которого этот паразит нацелен, да, ну, в энергию, еще и с этого человека самого скачать, то есть вывести его на эмоции, все. Ну, это вот эти вот самые подключки, они так и действуют, по сути. Они вот разводят на обидки, потом еще ты ему не ответила, эта сущность еще на нем такая: о, вот, он тебе не ответил, вот и все, чего они там стоят, да, и то есть она еще человека настроит против тебя, он еще пойдет тебе там какой-нибудь коммент настрочить, допустим, ну, нехороший, да, там под видео, кинет такую энергетическую какашку с заложенным кодом внутри энергетическим, да, прочитав который люди там другие прочитают, словят, хапнут вот этого негатива, то есть, ну, вот этого, ну, я, в принципе, в последнем видео рассказывала про энергообмен, да, и вот эти вот энергетические структуры, вот, так что, ну, кто смотрел, досмотрел до конца его, тот, в принципе, понимает, о чем идет речь, то есть каждый вот этого еще словит, эту программу, то есть и, в принципе, эта сущность, ну, везде наложит, где только могла, да, вот, при этом сам человек будет, ну, неосознанным инструментом в руках. Ну, а отдает он себе в этом отчет или нет, это как бы его личное дело. Ну, Вот. я почему-то думала, что, скорее всего, не отдает. Вот на мои Не отдает, ощущения, да. что не отдает, это уже просто как некий инструмент, которым очень умело пользуются. Ну да, они говорят, это, они все плохие, ты хороший, они все плохие, пойдем отсюда, нас здесь не любят. Это вот любимые приемы такие уже шаблонные просто для всех вот этих вот подключенцев и прочее вот это вот шебурши. Пойдем туда, где нас любят, туда, где я тебе скажу, где тебе будет хорошо. Вот. Надежда, скажи, Как-то так. пожалуйста, у тебя возможность видеть вот эти подключки есть? Да, я их с детства вижу. Ну, то есть я с детства видела сущностей, причем я их видела не там, мне не надо там выходить на тонкий план, да, или еще что-то, ну, в таком виде, чтобы их там видеть. Я их видела на физе, то есть и я, допустим, наоборот себе ослабляла, можно сказать, видение, да, ставила определенные фильтры, чтобы мне не идти по улице и не видеть там над каждым человеком, который употребляет алкоголь, огромную, жирную, страшную сущность, да, там, чтобы мне не видеть просто вот, когда я иду по улице, как они там проплывают там мимо и все прочее.
Поэтому, ну вот, я наоборот ставила определенные фильтры и, можно сказать, заземлялась для того, чтобы это все не видеть. Но на самом деле вот так вот, когда концентрируешь внимание именно, да, свое, бывает, идешь, смотришь, человек идет, а вокруг него как черные мухи такие, то есть это вот программы, допустим, порчи или чего-то такого вот. А, Какие-то допустим, ты идешь по негативные. улице, к тебе, ну, приближаются люди, да, какие-то там, ну, вот просто какие-то там. С какими-то вот подключками, ну, допустим, с жирной какой-то страшной Да, и ты от лярвы. них отшарахиваешься, как ты себя ведешь? Ну, я ее вижу, и она поворачивается на меня, смотрит, да, ну, я имею в виду лярву, и она прямо, я чувствую ее вот эту энергетику, ну, черную, вот эту неприятную, и она, есть такое, ну, есть такое дело, что когда ты их видишь, они это чувствуют, они это понимают, то есть они начинают видеть тебя, грубо говоря. То есть не то, что видят тебя, обращают на тебя внимание. То есть когда я иду, и она понимает, что я ее вижу, она обращает на меня внимание, поворачивается, да, и я начинаю просто ставить блоки, там выстраивать всевозможные, для того, чтобы просто вот эту энергию, которая идет от этой сущности, чтобы отгородиться от нее, то есть чтобы она никак меня не задевала. Вот в таком вот виде, да, есть такое. Иногда, ну, как бы проходишь в толпе нормально, да, как бы такой сливаешься с толпой, а иногда вот проходишь, ну, какие-то особо вот такие, особенно это люди, которые вот, ну, очень серьезно сидят на алкоголе, да, Я, вот, кстати, хотела вот такой момент. на Мои веществах, на изыскания каких-то, начались с да. того, что я обратила внимание, что алкоголики, у них всегда есть бухло. Я думаю, как можно без денег, безо всего постоянно быть вот в этом, ну, состоянии. Стала исследовать этот момент и поняла, что вот эти, видно, лярвы, они подставляют какие-то ситуации, они дают либо деньги находят, либо какое-то вот это Конечно, да. бухло, либо ты можешь вот с вот этого тонкого видения рассказать, как вот там Что оно вообще вот, с ними происходит ну вот с как вот, допустим, алкоголем? он сидит, эта лярва сидит сверху, да, и она что говорит, выйди на улицу, сейчас там тебе это нальют, вот как она, как вот, как это происходит? Ну, во-первых, смотри, вообще, что делает алкоголь, да? Он разрывает связь сознания с телом. То есть, ну, про связь души с сознанием я-то вообще молчу, да, и оно вообще у многих очень разорвано здесь и так. Но помимо этого, то есть алкоголь, он разрывает связь, помимо того, что души с сознанием, еще и сознание с телом. И то есть фактически сознание перестает управлять собственным телом. А сознание это как, грубо скажем, очень грубо, чтобы там никто не... Это как инструмент управления души, то есть это как глаза души, да, руки души, которые управляют телом этим. И то есть это лярва, которая подсоединяется посредством, ну вот она лярва алкогольной зависимости, скажем так, то есть она на этом более специализируется. Конечно, она еще что-то там делает, какие-то там мысли подкидывает и прочее, но в основном она за счет вот этого кормится. А за счет чего? Она вытесняет сознание и сама замещает тело, ну то есть она перехватывает управление телом человека, который употребляет очень много алкоголя, то есть связь сознания с телом разрывается, то есть, ну, сильно. Вот даже многие, наверное, могут понимать тот факт, когда человек очень-очень много выпьет, да, любой человек, и он раз и ничего не помнит. То он утром встал, ничего не помнит, что делал, зачем делал, вообще вот память просто отрезала, да. И он такой, что я делал? Ему начинают рассказывать, да ты что, ты там пошел, ты там с кем-то подрался, да ты там всем рассказывал, да ты там куролесил там. Я не скажу, что у всех так, да, но просто человек начинает вести себя неадекватно и вообще не свойственно для себя. То есть, ну, вот какие-то такие совершать действия, которые, находясь, ну, в трезвом уме и в добром здравии, он бы никогда не сделал, да. Так вот, в этот момент это не человек делает, то есть не совсем человек сознания, уже полностью вытолкнули, и там телом завладела вот эта вот сущность. И эта сущность просто пошла в разнос, то есть делать все, что ей угодно. И, естественно, для этой сущности, когда она на вот этом кормится, да,
на этом человеке вот посредством того, что ей очень выгодно. И для того, чтобы, ну, как бы перехватывать управление этим телом, да, и качать как можно больше энергии с этой души. А то, через что она качает, это алкоголь. То есть алкоголь – это прямой источник ее доступа к этому телу, да, и выкачки энергии с этой души вот через его сознание и все. И она будет делать все для того, чтобы у этого человека реально всегда был алкоголь. То есть она будет, она в этом заинтересована, это ее прямое желание. Поэтому да, она будет и в реальность вмешиваться. Ну, про то, что люди сами передают управление своей реальностью, да, каким-то там третьим лицам, то есть не он решает, что у него будет в реальности, а сущность решает. И в данный момент решает лярва, да, вот эта лярва решает, что вот он выйдет на улицу, да, и ему там где-то нальют, потому что лярва хочет, чтобы ему налили, и это будет. То есть и он, придут друзья, товарищи его, какие-то другие лярвы, да, ну, на которых сидят такие же лярвы, и эти лярвы между собой, конечно же, найдут одну бутылку, они ее выпьют, как бы, да, и все вот это вот пойдет по кругу. И то есть, насколько там сознание вообще остается в каком-то адекватном состоянии, да, или что, ну, Марин, понимаешь, там сознание, оно достаточно очень и очень будет задавленное, очень нарушенное, то есть оно, может быть, будет как бы осознавать, понимать там, что я делаю плохо, что у меня вот это, но у нее настолько будет подавлена воля из-за вот этой зависимости, да, из-за вот этой вот лярвы, а обычно, ну, по моему личному опыту, да, когда я смотрю на людей, которые особенно очень сильно сидят на вот этом вот всем, ну, более жирных и вот откормленных тварей, ну, у меня по-другому просто нету слов, я вот не вижу. Они там реально очень жирные и очень откормленные, прям вот холеные такие лощеные сидят. Поэтому бороться с такой вот штукой человеку, ну, это нужно большое осознание того, что с ним происходит, и большое желание, и включение той воли, которая ему, ну, просто всячески уже оборвали, всячески загнобили, да, и всячески вот уже подавили эту волю на корню. То есть это должны быть очень большие внутренние силы и желания того, чтобы избавиться от вот этой штуки. Но если это желание, это осознание и прочее будет, то это реально, она уйдет. Но это, опять же, воля человека. То есть воля сознания, да, вот этого, насколько он хочет от этого избавиться, этот человек. Как ты считаешь, воли изъявления достаточно, чтобы эту лярву с себя убрать? Ну смотри, я уже говорила, что волеизъявление – это первый шаг к тому, чтобы… Потому что пока ты не скажешь вот этой вот штуки, что так, знаешь что, я тут подумал, что ты нарушаешь мои права, да, ты нарушаешь мою волю, и ты нарушаешь вообще как бы, ну, мои личные границы. Я не хочу больше жить с тобой в одной квартире, как бы, да. Одно дело заявить. Ну, я образно выражаюсь, я не хочу предоставлять тебе место, где ты там. Да, место в моей квартире, да. Что все, ты выселяешься уже из моей квартиры, это моя квартира, да, и как бы делать тебе тут нечего. Это одно дело. Но, естественно, когда ты говоришь там такому квартиранту, да, который там дебоширит, вот, и, грубо говоря, ест твои харчи, там, гадит в твоем доме и прочее, говоришь, знаешь что, собирай свои вещи, уходи, естественно, он не скажет, да, 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 там, Васечка, сейчас, конечно, подожди, только там шнурки поглажу, да, естественно, что этот дебошир, он будет сопротивляться, он начнет как бы давить, это первое, что он начнет делать, то есть давить, продавливать свое, что ты от меня не избавишься, я тут буду с тобой, и попытаться эту волю, которая вот только-только проклюнулась, да, попытаться опять задавить.
И тут она будет налегать и на то, что давай возьмем снова там, сходим в магазин за алкоголем, давай там еще что-нибудь, то есть, да ты мне ничего не сделаешь, причем когда... Я без тебя скучаю, пойдем с ними время проведем, там, да, миллион причин, типа да? того. Да, она будет действовать всеми возможными способами, и она будет давить на больное, на самое-самое больное. Она припомнит все крючки, допустим, там у человека... Некоторые люди есть, которые начинают пить алкоголь, вспоминая о каких-то своих травмах, или вот какие-то крючки есть, допустим, что жизнь плохая, вот у меня, значит, ничего не получилось, пойду залью, как говорится, да, очень много вот. И это опять же говорит сущность, то есть сущность говорит, жизнь плохая, ты ничтожество, ты ничего не можешь, у тебя ничего это, иди залей. То есть это опять же говорит сущность. И вот таких вот провокаций, их будет очень много. И тут вопрос уже самого человека, его воли и его желания действительно от этого избавиться. Потому что одно дело сказать, знаешь, Вася, собери свои вещи, уходи, а другое дело продавить и действительно выставить Васю за дверь. То есть и тут уже зависит только от самого человека. Насколько Смотри, он вот, готов. допустим, сын пьет, а мать может с этой сущностью справиться? Вот, знаешь, тут такая двоякая вроде ситуация, потому что если сын не осознает этого, тут еще, понимаешь, помимо сущности есть определенная программа, которую он постоянно прорабатывает. То есть так или иначе, но он соглашается, пока он ходит туда в магазин, да, он соглашается с тем, что такой образ жизни ему нравится. То есть он соглашается с сущностью и говорит, да, мне нравится такой образ жизни. Да, пойдем, конечно, то есть он поощряет ее действия. И если даже, то есть вообще можно сказать, что, допустим, мы живем с тобой в одной квартире, да, ну вот фактически, то есть сын живет с матерью в одной квартире, да, он, на нем сидит эта сущность, она там, не знаю, дебоширит, что-то делает, все, то есть она нарушает спокойствие матери, спокойствие, волю там и прочее. И мать может сказать, да вообще вот даже тут не только сын, но и, допустим, муж, да, и еще кто-то там, Просто вот бывает, что квартирант. люди живут в одном помещении, вот, допустим, общежитие, там Да, какой-то алкаш да, вот живет, да, они могут на него вот так вот да. повлиять, И то есть выразить свою волю, там типа давай уже это. они могут повлиять не на него, они могут повлиять на сущность, которая Так в нем нет, я сидит. То есть имею в виду, сказать, они имеют право воздействовать на эту сущность, потому что им же причиняются неудобства в жизни, правильно? да, да, и на этом основании они могут сказать, знаешь, что сущность, ты нарушаешь мою волю, я вот не хочу, чтобы ты орала тут, да, его глоткой в 3 часа ночи. Это нарушает мою волю. Нарушает мою волю то, что я вот вижу вообще тебя здесь, что ты живешь со мной вот в одном каком-то, да, вот энергетическом пространстве. И это меня не устраивает. Но это если действительно задеваются интересы, да, этого человека так или Слушай, иначе. ну, как Но это, правило опять же же, задеваются сам... алкаши, эти всегда причиняют какие-то Да. неудобства окружающим. И человек может на основании этого, но если он уже более продвинут в том, чтобы осознание, понимание, да, сначала надо у себя научиться это отключать, а потом уже пытаться там как-то что-то. Но это опять же вопрос того, что насколько человек хочет, да, и насколько он готов. И волеизъявление такое, что ты нарушаешь мое личное пространство, ты нарушаешь мою волю, я хочу жить спокойно, я хочу... И меня не устраивает то, что ты находишься у меня под боком. И да, на основании этого человек может сказать этой сущности, что проваливай отсюда. Мне плевать. То есть сосед может оставаться, да, а ты проваливай. То есть вот так вот можно, да, ее там в портал или там в топку или куда. То есть на основании... Допустим, если ты продолжишь нарушать мои личные границы, да, мою волю, то ты подписываешь автоматическое согласие на полное уничтожение, допустим, ну, на полную утилизацию. И, ну, если кто умеет пользоваться топкой, можно ее сразу в топку. Вот, на основании этого. Хотела, знаешь, еще что... Вот, но подожди, я договорю, да. Но тут надо учитывать тот факт, что как бы даже если мы, то есть увидим это все, да, вот, это лярва, мы ее отправили в топку, мы ее отправили в портал и прочее, да, ну, если в топку, то она уже не сможет вернуться обратно. Если в портал, то сосед скажет на следующий день, эй, возвращайся, да, и она вернется.
Но надо понимать тот факт, что человек, который не осознавал вот этот момент, да, ну, не осознал, от того, что на нем что-то сидело, от того, что бухать это плохо, да, ну, алкоголь, того, что этот образ жизни ему не подходит и прочее, он будет продолжать выполнять программу этой сущности, потому что эта программа, она заложена уже в его психологии, то есть он как бы осознание того, что этот образ жизни неправильный, да, для него конкретно, его у него не будет, и то есть лярвы нет, но он все равно по инерции уже, да, по какой-то, да, возможно, у него где-то там стрельнет, и он вдруг перестанет пить, но больше, чем вот какой-то больший процент на то, что он пойдет по старой своей программе действовать, да, и пойдет в тот же самый алкомаркет, еще куда-то, и тут вопрос времени, что когда к нему придет другая штука, вот. То есть насильно в рай ты никого за хобот не утащишь, как говорится, в этом плане. По поводу, Как-то знаешь, так. что хотела узнать? Вот смотри, алкоголь Но, это... ты подожди еще не еще. договорила? Да, но возможен такой момент, что именно этого человека, то есть, ну вот, который сказал волю, да, что его нарушать нельзя, именно этого человека сущность начнет избегать и как-то вот что-то, то есть стараться его волю не нарушать. То есть что этот там, допустим, человек, который находится под зависимостью, он уже будет более себя как-то спокойно вести, да, менее дебоширить при этом человеке, как бы не лезть там в его энергетику и прочее. То есть это как личные границы, про которые я говорила. Вот. Еще такой вариант возможен. По поводу, вот смотри, алкоголь зависимость, есть еще другие зависимости, например, наркотическая, там, кофейная, от еды. Вот второй момент, мне интересно, вот наркотики, да, то есть люди, когда употребляют, но там есть же разные типы, вот у них вот эти лярвы, они такие же, как в алкоголе, или там совсем по-другому как-то устроено все? Нет, там такие же штуки. То есть вот наркотическое, именно наркотики, там такие же, как и алкоголь. И я даже бы сказала, что они немного такие посильнее, потому что выжимают они их гораздо быстрее. То есть, ну, прям высасывают А таких если это людей. натуральные, вот, допустим, сейчас тема эти мухоморы, трава, вот это вот, там есть какая-то разница? Любая вещь, которая прерывает, получается, связь сознания с телом, не несет ничего хорошего. И даже вот я могу сказать, что то же самое курение, да, ну вот сигареты все ходят, курят, это тоже сущность. То есть это эгрегор и сущность. И каждое вот это вот пойдем покурим, это говорит сущность. Сам человек курить не хочет. То есть и когда человек осознает, у меня есть реальные примеры из жизни, да, как бы, ну, моих близких, что когда человек осознает момент того, что он сам курить не хочет, в любом случае, вот я, наверное, каждый курильщик, да, узнает себя, когда каждый курильщик говорит, как же я хочу бросить курить. Это вот мысль, да, каждого курильщика. И он просто вот, как он начинает курить, столько же он и мечтает бросить. Но он начинает какие-то там, допустим, книжки читать, как-то там какие-то, допустим, с психологом работать, сам пытается бросить, какие-то таблетки, еще что-то. И у него, ну, не получается, да, вот это все. Оно так или иначе возвращается, где-то что-то он срывается, где-то что-то, и вот это все по новой. Есть, конечно, такие, которые вот, ну, взяли, сказали и бросили, да. Но это, опять же, вопрос как бы воли, потому что, опять же, вот даже то же самое курение, оно направлено на подавление воли в первую очередь. То есть, а им это и надо, подавить волю человека. Вот. А вот это постоянное пойдем сходим покурим, пойдем сбегаем там за угол и все прочее, это все подавление воли. И когда человек, вот, ну, я говорила из опыта своих близких, осознает то, что это не он хочет курить, а курить хочет сущность, которая на нем сидит, да, он бросает курить на раз-два. То есть у меня реально есть человек, пример, да, очень яркий, я не буду его называть, Не просто муж вот твой скажу, как это было у случайно? него. Нет, нет, не муж мой.
Вот. Человек, который курил просто 30 лет, стаж очень большой. И этот человек, ну, никто не верил из окружения вообще, вот я знаю лично, да, никто не верил, что этот человек бросит курить, никто. Никто из знакомых, никто из друзей, все говорили, бросай, бросай, но то, что вот реально этот человек бросит, не верил никто, потому что человек вставал, он не успевал просто встать с кровати, он уже бежал курить. Он выкуривал практически по 2 пачки, ну, 1,5 пачки в день точно. То есть там никотиновая зависимость была просто вот до дрожащих пальцев. То есть там настолько была зависимость, насколько вообще может быть, да, и достаточно долгое время. И когда этот человек осознал то, что все вот эти мысли в его голове, что пойдем покурим, надо сбегать покурить, там, ой, блин, сигареты кончились, что же мне делать, там, и прочее, прочее, это все говорит сущность, то есть этот человек просто за 1 день бросил курить. А ты с ним вот эту работу провела, что ты рассказала, как это все устроено? Это благодаря тебе? Ну, да, в том числе. То есть, ну, там и человек сам тоже. Вот, понимаешь, Марин, я не могу сказать, что это благодаря мне. Я даю инструменты, да, то есть я говорю вот так и так, а понимание этих инструментов, то есть то, как человек ими воспользуется, это уже самого человека зависит, то есть осознание вот этого щелчка и понимание, что это на самом деле так, да, это уже момент самого человека. Если он действительно осознает этот момент, который ему дают инструменты эти, да, поймет, как ими пользоваться, начнет ими пользоваться. И вот тут главный момент осознания, да, и это большой его внутренний процесс работы над собой. Как бы, то тогда он все сделает, ему горы, ну, то есть по плечу, да. А то, что вот я сказала, ну, вот этот человек услышал, он понял, он осознал, да, он сказал, да, что правда, серьезно, он осознал, начал за собой следить, понял, да, действительно это так, и просто бросил за 1 день, то есть он сказал, так, я больше не курю, а ты вот там, лярва, да, если хочешь курить, иди кури, тебя никто не держит, как бы, ну, тебе же надо, иди кури, как бы все, и там 3 дня буквально, и человек все, он уже освободился. Да, первый там день, по-моему, ну, было тяжело, да, потом раз и все, как бы. Но и до сих пор, то есть он держится, то есть и нет никакого нежелания, ничего. Но есть и такое, что я говорила другим людям про это, да, что вот, что желание покурить – это желание лярвы, это не твое желание, то есть ты можешь это сделать за 1 минуту, просто осознав то, что тобой манипулируют. И если ты скажешь, что тобой манипулировать нельзя, если ты не дашь вот этой штуке собой манипулировать, да, просто возьмешь и сделаешь это. То есть ты же уже борешься не с самим собой, как это делать, ну вот раньше, да, когда человек бросает курить, он как бы начинает бороться с самим собой. И считают, вот это я плохой, это у меня воли нет, это я вот такой слабохарактерный. А опять же, вот эти мысли, я слабохарактерный, у меня не получится, я не... Это опять же сидит лярва. Вот, это как замкнутый круг. То есть, ну, когда человек осознает, ну, и начинает вот конкретно на каждую такую мысль говорить, на выход с моего энергополя, Ну что, вот сейчас, друзья, произошла яркая демонстрация работы этих сущностей. Как мы только начали озвучивать инструменты, каким образом от этого можно избавиться, эфир просто прерывается, просто вот так фиг и все. И так что мы возобновляем. да, получается, вылазит какая-то неизвестная там ошибка просто на пустом месте, на ровном, типа, здравствуйте, неизвестная ошибка, все, значит, обрубается и Ты вот просто рассказывала, у тебя сообщения не отправляются, да, ты там надиктовываешь по 10 минут, да, они для меня пустые это вообще не оказываются. новости. Для меня это вообще не новости, я уже даже перестаю это, уже просто смеюсь, насколько это смешно все выглядит, потому что когда начинаешь рассказывать реально, как отключать вот эти вот
сущности, да, ну, я, в принципе, там на канале уже много говорила про отключение сущности, но здесь мы конкретно задели прям такие темы глубокие касательно и алкоголя, да, и курения, то есть курение – это вообще, ну, бич современного общества в большинстве своем, то есть очень многие люди курят, и, естественно, очень много энергии на этом, ну, понимаешь, да, откачивают, и как только мы задели тему курения и как от этого избавиться, просто легко и просто, да, сразу же бах, критичная ошибка, все, хватит, ребята, не говорите дальше, да, то есть, да, и у меня вот очень часто я замечала, вот что говорить, последнее видео я снимала свое, про то, как программы болезни, вот это вот все завершать, и 2 раза у меня просто был обрыв записи, просто вот на полуслове бах, на самом ответственном моменте, как говорится, видео у меня прекращает снимать, потом я вроде возобновляю, потом опять проходит 8 минут, он мне пишет, типа, максимальное время видео исчерпано, и все, и опять, короче, резко прерывает. Это еще хорошо, я сразу же замечала, ну, когда вот такой обрыв был, что камера больше не снимает, и как бы раз останавливалась, начинаем все сначала, да, как говорится, продолжала. Но такое у меня постоянно случается, преследует периодически. Я то записываю, допустим, голосовые в Телеграме, там людям, чтобы что-то сказать, да, вот они там говорят, там, вот что мне делать, допустим, или еще что-то, я начинаю, то есть включаю запись голосового, начинаю говорить, ну, как бы я увидела, что запись вроде как пошла, да, начинаю говорить, говорю, распинаюсь, бла-бла-бла, там, короче, и бах, такая смотрю, а запись не идет, то есть как? Вот, она же началась, то есть все, пошло, я посмотрела. Либо, допустим, я там наговариваю, все, такая распинаюсь, и потом раз как-то там рукой махнула, ну вот просто вот как-то пальцем там подмахнула, все, тыщ, отмена. Что это? Ну просто. И когда такие моменты случаются, то есть либо я, допустим, со своими близкими, с друзьями там где-то общаюсь, тоже задеваем подобные темы, что-то важное начинаем обсуждать по этой теме, и сразу же начинаются там обрывы соединения какие-то в Телеграме, там оба сидим на Wi-Fi, допустим, у обоих прекрасная связь, и как только начинаются какие-то такие важные обсуждения, сразу же все очень плохо, связи нет, то есть прям начинаются обрывы соединения через каждые 2-3 минуты просто на ровном месте, и я уже даже ну, не удивляюсь этому. И единственное, что я поняла, если происходят такие вещи какие-то, да, даже вот, ну, люди, да, которые сейчас будут слушать, если у вас такое случается, вы, допустим, хотите что-то важное человеку сказать, и у вас какие-то бахи, прерывания там сети, какие-то вот такие моменты происходят, где вам просто не дают этого сделать, что-то вот как в реальности мешает это сделать, значит, это надо сделать 100%. Значит, это вот именно то, что вы должны сделать 100-200%, потому что это действительно нужно и важно этому человеку услышать. И были моменты тоже в моей жизни, даже такие, сейчас тоже по этой теме скажу, что я даже сама, ну, был один момент в моей жизни такой важный, который мне нужно было решить, то есть сделать кое-что там, ну, или не делать. То есть, ну, такой важный достаточно выбор был. Я думала, что же мне сделать, как же мне поступить, то есть пойти мне направо или налево все-таки, как бы думала, и снится мне сон просто по этой теме, снится мне сон, и в этом сне, то есть там прям такая страшилка, пугалка снится, что если ты пойдешь направо, да у тебя там все прям будет плохо, да там прям все вообще вот просто обвалится. Я просыпаюсь, у меня такой шок, как бы я такая, блин, ну что это такое, как бы, как это такое, ну прям страшно, да, там стало немного. Я такая, ну, наверное, может быть, как бы идет такое, что типа не надо идти направо. Потом такая сама себя останавливаю, так, стоп, что это у меня за мысль такая, почему это мне вдруг не надо идти направо? Такая, а ну-ка, дай-ка я посмотрю, а кто мне это транслирует, кто мне вот это предупреждение, сон а-ля, да,
вообще подкинул. И когда я начала, ну, естественно, как бы я понимаю, что обычным людям может это как-то так, но для того, чтобы понимание было, я начинаю просто спрашивать на тонком плане, покажись тот, кто мне транслировал этот сон. Вот покажись, кто показывал мне вот эту гадость. И у меня просто вот в этот момент встает вот просто страшенная вот просто морда сущности, вот, ну, представляешь, это, от одной только рожи испугаешься. И я такая, понятно, кто мне это транслирует. То есть ни за что не иди направо будет тебе хорошо, значит, направо идти не надо. Я такая, ну, если вот эта гадость, да, так сильно не хочет, чтобы я шла направо, значит, мне именно туда. Вот. И как бы вопрос был решен. Но чтобы люди понимали, что если вам вдруг там вселенная в кавычках подкидывает вот такие вот там а-ля сны видения, да, что не надо, там предостережения какие-то, вот такие вот обрывы соединения, типа нет-нет, не рассказывай, там еще что, значит, надо сделать 200%. Вот. Ну что, я тебе очень благодарна за возможность с тобой пообщаться. Надеюсь, в следующий раз у нас не будет такого большого перерыва. Да, надеюсь. Да, я надеюсь тоже, как бы просто как-то так получилось, что и у меня по времени, у тебя по времени. Во-первых, очень большая разница, да, вот Да, вот часовые разница пояса в и этом прочее. времени. Да, и это встает вот таким вопросом более жирным. Ну и дела, там, и у тебя дела, и у меня дела. Ну, я надеюсь, сейчас как бы уже там более все стабилизировалось, тем более, что... Потому что у меня очень много к тебе всяких разных вопросов, но тебе сейчас нужно бежать к деткам, поэтому я тебя уже не задерживаю. Мгм. Ну, приятно.